Привет, друзья! Вы на канале Вечерние Откровения. Продолжаем выпускать для вас, как мы надеемся, полезные видео. Сегодня поговорим о вдохновляющих вещах, которые, по моему мнению, важно понять лет до 30. Я считаю, что каждый из нас должен найти свои собственные цели в жизни. Универсальных ценностей, конечно же, не существует. Они все индивидуальны, но мой сегодняшний список, надеюсь, вдохновит вас, расширит горизонты, чтобы, наконец, изменить что-то в жизни. Подписывайтесь на канал. Поехали! Первое, что советую, это смотреть мотивирующие и умные фильмы. Фильмы о преодолении трудностей вдохновляют и показывают, что любые проблемы можно преодолеть. Такие фильмы стимулируют личностный рост и веру в себя. Второе – это попробуйте вести свой блог. Написание постов структурирует мысли и помогает отразить эмоции. Блог может быть как закрытым, так и открытым. Это приведет к новым идеям и вдохновлению, а также поможет найти единомышленников. Как я, например, несколько лет назад начал вести свой блог о технике, и вокруг него собралось уже определенное комьюнити. А в своем телеграм-канале я подсказываю, в какой момент и на каком маркетплейсе вы можете купить технику со скидкой до 50%. Подписывайтесь, все ссылки в описании. Третье. Устраивайте дни без гаджетов. Смартфоны отвлекают нас от важных мыслей. Иногда день без гаджета поможет сосредоточиться на себе, своих ощущениях и желаниях. Это время для прогулок с близкими, чтения и медитации. Четвертое. Проводите время на природе. Природа восстанавливает равновесие и заряжает энергией. Прогулки по лесу или отдых у водоема снижают стресс и улучшают настроение. Пятое. Найдите единомышленников. Наше окружение сильно влияет на нас. Окружите себя теми, кто поддерживает и вдохновляет вас. Избегайте общения с критиками и завистниками. Шестое. Вдохновляйтесь историями реальных людей. Слово «невозможно» часто мешает нам. Учитесь на историях реальных людей, таких как и вы, которые преодолевают трудности и добиваются успехов. Важно искать и находить мотивирующие примеры, которые показывают, что невозможно – это всего лишь слово, а не приговор. Выработайте привычку к изменениям. Часто люди начинают что-то менять резко, но быстро теряют энтузиазм. Стойкие привычки формируются от 3 недель до 8 месяцев. Правило 2 минут поможет. Начните с 2 минут новых действий в день и постепенно увеличивайте время. Регулярно развивайтесь. Прослушивание музыки активирует мозг. Просмотр вдохновляющих фильмов способствует выработке гормона счастья. Мастер-классы и семинары не только дают новые знания, но и позволяют делиться опытом и находить единомышленников. Это вдохновляет на новые идеи и проекты. Найдите любимое хобби, которое может стать вашей фишкой или работой в будущем. Вспомните свои мечты и желания, не бойтесь ставить новые цели. Хобби стимулирует мозг и открывает новые возможности. Мыслите критически. В эпоху постправды многие верят мнениям, а не фактам. Образование в хорошем вузе учит работе с источником. Умение проверять факты пригодится в жизни, от поиска информации о компании до выбора лекарств. Тайны – это медленный яд. Со временем тайны становятся серьезнее. Если потеряешь бдительность, старые секреты могут разрушить жизнь. Выбирай честность и открытость как с собой, так и с другими. Научитесь разбивать задачи на маленькие пункты. Значительная работа состоит из малых усилий. Частая причина прокрастинации – попытка взять большую работу наскоком. Любое большое дело складывается из каждодневного труда. Научитесь разбивать задачи на маленькие, решая все постепенно и укрепляя уверенность в себе. Перестаньте ностальгировать. Современная культура построена на образах прошлого, но ностальгия часто мешает жить здесь и сейчас. Перестаньте вздыхать о прошлом и начните ценить настоящее. Вкладывайся в образование, а не в вещи. Если первое высшее не принесло ничего, кроме недоумения, не стоит ставить крест на учебе. Опыт поможет выбрать лучшее место для дальнейшего образования. Читай художественную литературу. Читать нужно, просто необходимо. Я понимал это всегда, но мир настолько сильно изменился, что чтение литературы довольно резко ушло на второй план. Я считаю, что техническую информацию, либо историческую, намного быстрее получать из документалок, но художественную вы не замените ничем. Иначе ни о какой грамотности не может идти речь. 16 пункт. Проработай обязательно в офисе. Офис и график 5/2 часто ассоциируются с тюрьмой, но опыт ежедневной работы помогает понять дисциплину, корпоративную этику и внутренние интриги. Этот опыт полезен для понимания, как устроены компании в целом. 17. Проработай обязательно на фрилансе.
Фриланс поможет избавиться от стереотипа о творческом раздолбае, научит работать из дома, использовать контакты и понять, что свобода дороже денег. Выберите подходящий вид спорта для себя. Не обязательно гнаться за модой на йогу или бег. Найдите спорт, который приносит вам удовольствие. Можно начать с плавания, танцев или с интенсивной зарядки по утрам. Спорт должен радовать, а не быть мучением. 19. Поживи с тем, кого любишь. Пожить вместе с любимым человеком поможет понять, что такое личностное пространство и забота о другом. Это опыт, который учит, что отношения – это не просто свидание, а глубокая связь. И 20. Побудь волонтером, помоги близким. Не бойся тратить время на помощь другим. Волонтерство помогает понять, что в жизни важны человеческие отношения, а не деньги. Отдавать более увлекательное занятие, чем брать. Не забудьте навестить родных. Ваше тепло и забота о них вернется вам 100-кратно. Так устроена Вселенная. На этом на сегодня все, друзья. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео. И до новых встреч. Все ссылки в описании. Подписывайтесь. Пока-пока.